На левой странице следующего разворота мы с вами сделаем мостик, под который будет вставляться книжечка для фотографий, а на правую сторону сделаем фотографию 9 на 13 и откидывающуюся книжечку для фотографии половинки 10 на 15. Для того, чтобы украсить мостик, я уже выкроила деталь из скраб бумаги. Для этого взяла такую же бумагу, которую использовала для фона на правой стороне. Она немножечко уже, чем основа из крафта, для того, чтобы выглядывали по бокам небольшие бортики. Я ее уже прострочила по двум сторонам. Теперь я приклею, также прихвачу бортик и затем прострочу всю страницу по периметру. На правой стороне я вклею открывашку, а также приклею большую подложку по трем сторонам. Сверху приклеивать не буду, для того, чтобы можно было при желании вставить за эту подложку какой-нибудь тег. Я закончила с технической частью, приклеила подложки, приклеила открывашку. Здесь между слоями бумаги у меня спрятан магнит. Второй магнит я расположила с обратной стороны основы. Так что теперь ничего распахиваться не будет. С левой стороны я приклеила мостик и прострочила обе страницы по периметру. Теперь можно приступать к украшениям. Я начала декор левой страницы вот с такой рамочки. Положу ее сверху. Далее в основу кладу цветочные высечки, как я обычно и поступаю. С левой стороны побольше, потому что здесь больше места у нас для декора, и с правой стороны поменьше. С правой стороны у меня также главным акцентом будет гипсовая рамочка. Теперь, когда мы определились с центром композиции, осталось только дополнить все это деталями, причем следя за тем, чтобы детали перекликались между собой как на правой стороне, так и на левой, а также сочетались по цвету с фоновой бумагой и с высечками. Поэтому для декора я выбрала голубой, синий, бирюзовый и зеленый цвет. Кладу обрезок салфеточки с этой стороны. Я думаю, она здесь будет неплохо смотреться. Конечно же, нужна надпись. У меня эта надпись Smile. Цвет у нее серо-голубой, а сверху я ее покрыла глиттерной пудрой. Для этого я использовала пудру для эмбоссинга Sky Blue от Ranger и пудру Wow с голографическим эффектом. Чтобы надпись не терялась, под рамочку я кладу кусочек кальки. Теперь рамочка не будет выглядеть пустой и незаконченной. С правой стороны я делаю то же самое. Чтобы еще больше акцентировать надпись, я решила подложить под нее вот такую высечку. Вернее, вырубку. Так. И кусочек такой же вырубки я положу под правую рамочку. Здесь моя композиция будет вертикальная, а здесь больше угловая. Кладу кусочек кинопленки, вытягивая всю композицию по вертикали. И такой же маленький кусочек кладу по горизонтали. Чтобы кинопленка у меня лучше выделялась на фоне, под нее я хочу положить кусочек кружева. К тому же такое кружево дополнительно добавит фактур за счет того, что мы вносим в нашу композицию текстильные элементы. И здесь то же самое. Буду использовать одинаковые цветы из чипборда.
но с правой стороны побольше, а с левой немножко поменьше. Так и так. Добавлю здесь еще вот такой вырезанный цветочек. Теперь можно добавить объемных цветов. В моем случае это цветы вишни. Слева вот такой светло-бирюзовый, а справа коричневый, который отлично сочетается с крафтом. Также я хочу добавить более мелких цветов. И у меня это также цветы вишни, но они достаточно яркие. Поэтому я использую и справа, и слева одинаковые цветы, чтобы у меня были одинаковые цветовые акценты. Так и так. С левой стороны я планирую посадить вот такую гипсовую птичку. Она не должна болтаться в воздухе, потому что она сидит, а не летит. Поэтому я посажу ее на цветы. Добавляем зелени, поскольку на левой стороне у меня на самодельной высечке также есть зеленый цвет. Один листочек побольше я сделала более тусклым зеленым, листочек поменьше более ярким. За счет этого будет создаваться объем, как будто бы маленький листочек находится ближе к нам. С правой стороны добавлю такие же. Обязательно следим за тем, чтобы декор у нас не находил на открывающуюся подложку, чтобы не мешать впоследствии ее откидывать. Цветочки из шифона. Так. Эмбоссинг на кальке. С правой стороны сделаю вот такой цветочек. Он отлично сочетается по цвету с надписью, потому что эмбоссинг сделан той же пудрой. А с правой стороны такие же листочки. Здесь у меня получается пересечение многих деталей, и листочки, и рамка, и фотопленка, поэтому сюда просится какой-то завершающий акцент, который будет объединять все вместе. Поэтому сюда я хочу расположить еще один цветочек. Добавим блеска. Надпись блестит, поэтому он явно не будет лишним. Взяла вот такие очень красивые камушки с Алиэкспресс. Один сюда, а второй вот сюда. Обратите внимание, что тоже на пересечение нескольких элементов декора. Деревянные пуговки. Ну и можно еще немножко блеска добавить с помощью вот таких вот веточек. Так. И эту расположу вниз. В принципе, мне все нравится. Можно только добавить еще немножко завитков, потому что они отлично сочетаются с уголками подложки. Маленький здесь и побольше вот сюда, чтобы еще больше вытянуть композицию по вертикали. И последняя деталь, вот такое вот латунное перышко. Я расположу его вот сюда. И оно также подчеркнет задуманную мною вертикаль. Все, теперь меня все устраивает и можно собирать. Как обычно, приклеиваем, начиная с нижних слоев и постепенно наслаивая на них верхние. Ну вот, я все приклеила, все закрепила максимально тщательно. Осталось только вставить книжечку для фотографий под мостик и приступать к следующему развороту.
Займемся предпоследним разворотом. Для левой странички я выбрала бежевую бумагу с коричневым принтом, для правой черные досочки. Причем правая страничка у меня неровно обрезана по низу, поэтому я решила прикрыть этот недостаток карманом. С одной стороны он закроет неровный срез, а с другой стороны в него можно будет расположить дополнительные фотографии. Сначала я вырезала кусочек скраб бумаги по контуру, потому что рисунок у меня был расположен прямо с краю и хотелось его подчеркнуть. Чтобы не был карман слишком хлипким, я его приклеила на крафт-картон и также вырезала по краю с небольшим отступом, чтобы картон у меня выступал приблизительно так же, как на подложках для фотографий. Я приклею вниз картон и потом еще прострочу, но прострочка, повторюсь, нужна только для декоративных целей. С левой стороны у меня будет 3 подложки для фотографии. Верхнюю я приклею полностью, она открываться не будет, и 2 нижние будут распахиваться вниз. С правой стороны я хочу сделать открывающуюся деталь, она будет откидываться вниз, и выглядит она вот так. Я ее выкроила из крафт-картона. Ширина детали 16,5 см, такая же, как ширина основы. Высота 9,5 см. Затем я проложила 2 параллельные линии беговки на расстоянии 3 мм друг от друга и оставила клапан, за который буду приклеивать эту деталь. Вот таким образом она будет располагаться и откидываться вниз. Для того, чтобы выглядело все более симпатично, конечно же, я ее задекорирую. Снаружи сделаю вот такой кусочек скраб бумаги. Решила использовать тот же, что и на основе левой страницы, для того, чтобы все хорошо сочеталось. А внутри вот такой кусочек. Эти детали я выкроила с таким расчетом, чтобы, когда я их приклею, у меня оставался небольшой кант из крафт-картона, такой же приблизительно по ширине, как остается кант на подложках для фотографий. С правой стороны у меня будет фотография 9 на 13, с левой стороны половинки 10 на 15. Для подложек я тоже выбрала бумагу таким образом, чтобы она перекликалась между собой. И также я взяла бирюзовый цвет, чтобы немного разбавить коричнево-черную гамму. Большая подложка бирюзовая. И маленькие подложечки у меня будут чередоваться через одну. Бирюзовая, черная, такая же, как основа правой страницы, и снова бирюзовая. Вот таким образом будет выглядеть конструкция этого разворота. Теперь мне нужно все приклеить, вклеить открывашки для фотографий, приклеить основу сюда, приклеить открывающийся клапан, задекорировать его скраб бумагой, а также необходимо спрятать магнит вот сюда, между подложкой и скраб бумагой, и сюда, для того, чтобы у меня впоследствии все вот эти подложечки не открывались, а плотно держались закрытыми в альбоме.
После того, как закончили собирать разворот, можем приступать к декору. В основу композиции я кладу цветочные высечки. Справа достаточно крупную, потому что здесь у меня много места, и слева поменьше. Теперь нужно определиться с основным элементом декора. Справа у меня будет вот такое окошечко со ставнями. Я его уже приклеила на кальку, для того, чтобы мне было удобнее с ним работать и все отдельные детальки не разваливались. А слева я хочу использовать вот такую круглую гипсовую рамочку. Так как справа у меня достаточно темный элемент главный, то и слева я тоже хочу подобрать что-то довольно-таки темное, поэтому я взяла вот такую фишку часики. Они темно-коричневые и будут отлично сочетаться с правой стороной. Также я хочу использовать кусочки темно-коричневого кружева, которые будут отлично гармонировать с часиками и в целом сделают более яркий акцент. К тому же у меня на левой страничке как раз таки рисунок нанесен коричневым цветом. Подложу под высечку. Ничего страшного, что она у меня немножечко находит на нижнюю подложку, потому что она нисколько не будет мешать вставке фотографии. Справа добавляю такой же кусочек. Я сделала нарочито неровные края. Мне кажется, что так будет смотреться интереснее. Еще добавим текстиля, в этот раз белое кружево. По-моему, оно отлично смотрится именно на контрасте с темным. И такое же кружево положу слева. Вот таким образом под рамочку. Хочется добавить ярких акцентов, поэтому я взяла ярко-бирюзовый цветок. Он плоский, я его сложила и подложу под рамочку и часики. Чтобы этот бирюзовый акцент не был одиноким, я также покрыла чипборд голубым и бирюзовым эмбоссингом. Покажу вам, какие пудры использовала. Это вот такая светло-бирюзовая и вот такая от Ranger. Цвет называется Garden Patina. Я не стала покрывать сплошным цветом, а специально сделала небольшие переходы. То есть сначала сделала светло-бирюзовым, а потом частично нанесла ярко-бирюзовый. Одну слева и вторую справа. У меня получается как будто ветка яблони под окном. Можно добавить объемных цветов. Будет цветочек вишни. И сюда еще два цветочка поменьше. И приблизительно такую же композицию я составляю справа, только здесь у меня два цветочка. Можно добавить шифоновые лепестки, потому что я их использовала во всем альбоме. Все у меня, конечно, сдвигается, но потом, когда я приклею, композиция будет более цельной. Также можно добавить зеленых акцентов, потому что этот цвет присутствует на высечках. Вот такие два листочка, они одинаковы по форме, но отличаются по оттенку зеленого. Надо только определиться, куда их расположить. Так. И с правой стороны такие же. Практически все готово. Осталось только дополнить какими-то небольшими элементами. Например, можно взять вот такую кальку с золотистым эмбоссингом. Так. Или в этот уголок. Здесь выглядывает красивая бабочка. Даже не знаю, есть ли смысл ее прикрывать.
Но пока пусть здесь. И на правую сторону я добавлю похожие элементы. Вверх у меня есть листочки, так что эти можно сделать вниз. Например, сюда. Добавлю также камушки. Очень они мне нравятся. Сделаю бирюзовый сюда, например. Ну, то есть я стараюсь располагать таким образом, чтобы эти камушки, повторюсь, не болтались в воздухе. То есть не просто вот так, а если в эту область кладу, то на пересечении между кружевом и основой. И с правой стороны, вернее с левой, можно, наверное, вот сюда куда-то припрятать чуть-чуть под листья. Или, возможно, сами листья даже перенести отсюда. Вверх. Вот вверх не хочется. Не хочу заполнять полностью угол, иначе получается такой четко очерченный угол. И сразу же свою легкость композиция немножко теряет за счет четких линий. Так, и темно-синий можно, он сочетается вот с этими листочками, поэтому я вполне могу его использовать. И, например, вот сюда его разместить, чтобы он немного был спрятан под шифоновый листочек. Вот такой чипборд, веточка. С его помощью можно еще больше, например, вытянуть композицию. Например, вот таким образом его подложить. Сюда в угол тоже можно слегка приподнять декор. Но есть ли смысл, то есть, например, сделать вот такой еще цветочек, тогда его придется приклеивать за вот эту часть к окошку. К самой подложке я не могу его приклеить, так как он будет мешать вставлять фотографию. Так что, может быть, если только под подложку его вот таким образом закрепить, чтобы он и не мешал вставлять фотографии, в то же время надежно был зафиксирован. Ну, пожалуй, все. Можно вот такую еще веточку вот сюда подложить. Она, с одной стороны, из-под нее просвечивает фон, и она дает такой небольшой белый акцент, и за счет этого как бы плавно переходит вся композиция в фоновую бумагу. Есть такой же еще листочек. Ну, сюда я не вижу смысла его класть. Может быть, вот сюда, потому что здесь, мне кажется, достаточно громоздким вот это коричневое пятно. И его хочется как-то немножко сгладить. Поэтому положу еще эмбоссинг сюда. Вот такая бабочка у меня еще осталась. Лежит прямо под рукой. Есть ли смысл ее использовать? Здесь я не могу ее сделать. Она будет опять-таки мешать открыванию подложки всей. Расположить ее сюда я не могу по той же причине. И еще смотрите, тогда получится, что моя композиция заканчивается что справа, что слева приблизительно на одном уровне. И за счет этого она становится такой прямоугольной и тяжелой. Значит, сюда я тоже бабочку расположить не могу. Ну вот фактически только вот это для нее остается место. И тогда она у нас порхает в воздухе и в принципе ничему не мешает. Вот и все, меня все устраивает, и я теперь могу уже остановиться на этом варианте и начать все собирать. Практически закончили предпоследний разворот. Я добавила еще 3 маленьких синих камушка. И осталось сделать уголки для фото на обратные стороны открывашек. На левой стороне
и на правой стороне. Здесь получился достаточно объемный карман, в который можно будет расположить дополнительно несколько фотографий. Давайте оформим заключительную страницу альбома. Она очень простая по конструкции, и ее размер такой же, как у всех остальных, 16,5 на 22 сантиметра. Здесь будет одна большая фотография, и я планирую оформить ее в рамочку. Именно эта рамка послужит нам основным элементом декора. Чтобы акцентировать рамку, добавляю под нее кусочек другой скрап бумаги. Затем я приклею рамку по 3 сторонам, таким образом, чтобы можно было вставить фотографию с одной из оставшихся сторон. Чтобы увеличить функционал этой странички, я также хочу добавить сюда вот такой конвертик, который рассчитан на фотографии половинки 10 на 15. Его я спрячу под основу большой фотографии. И затем расположу здесь и здесь пару магнитов, чтобы конвертик захлопывался и не распахивался в процессе эксплуатации альбома. Весь декор будет располагаться на клапане вот этого конверта. В качестве основы я беру цветочную высечку, расположу ее так, затем круглую рамочку. Не стала брать квадратную, чтобы у меня не были сплошные квадраты и прямоугольники. Так. Можно добавить немного текстиля, но его я расположу таким образом, чтобы он у меня приклеивался на основу. Вверх и в сторону. Специально сделала немного неровные края, чтобы все это выглядело слегка небрежно. Добавляю белое кружево вот таким образом. Надо стараться располагать весь декор так на клапане конверта, чтобы он потом хорошо открывался и не слишком сильно болтался. И смотрите, обязательно цветочная высечка и весь декор должен заканчиваться по краю клапана, иначе потом впоследствии мы не сможем этот клапан открыть. Следите за этим очень внимательно. Здесь ничего выступать не должно. Так, можно сделать красивую фишку с надписью To be happy и уже никаких надписей на этой страничке не использовать. С основой композиции мы определились, теперь дополняем различными деталями. Использую цветочек вишни, бирюзовый, он отлично сочетается с бумагой. Также я хочу сделать вот такую высечку, птичку. Она давно у меня лежит на столе и все никак ей места не находилось, а здесь, мне кажется, она будет хорошо смотреться. Так как у птички немного розовый животик, я посчитала нужным добавить на эту страницу такие же слегка розовые цветы. У меня это тканевые цветочки, один чуть-чуть поярче, практически совпадающий по тону с животиком птички, а второй цветочек чуть бледнее. Теперь дополняем композицию крафтовыми высечками, одну вверх и одну в сторону. Можно эту высечку расположить, например, под конверт, чтобы не утяжелять верхнюю композицию, но при этом придать ей многослойности. Вот таким образом. Веточки, которые я вырезала из титульного листа набора, также можно вытянуть композицию в сторону, либо вверх. Сделаю, наверное, вот сюда. Этот листочек также у меня не будет крепиться к клапану конверта, а будет заходить под него. Ну и можно добавить, наверное, эмбоссинг на кальке. И эту веточку я планирую добавить под конверт справа, чтобы у меня не было вот этой четкой черной границы. Вот таким образом, мне кажется, будет смотреться интереснее. Сюда же можно расположить цветочек, еще больше объединяя конверт с фоновой бумагой. Небольшие кусочки чипборда. Так, и, пожалуй, сюда. Ну и вырубка, ажурные листики.
например, вот сюда. Еще раз повторяю, следим за тем, чтобы декор не выступал за край конверта. У меня остался еще один листик. Можно расположить его или вниз, или в сторону. Вот так, по-моему, симпатично. Также у меня остались от предыдущей работы вот такие вот отштампованные листочки. И так как они лежат у меня на столе, я хочу попробовать их применить в эту работу. Такой же вот листочек, ой, цветочек. В общем и целом можно оставить уже так. В принципе, довольно-таки симпатично все выглядит. Но попробовать можно. Например, сюда и вот сюда второй листочек. Так, а сверху добавить тканевый цветок, такой же, как в основной композиции. Когда я его буду приклеивать, нужно обязательно следить за тем, чтобы он у меня не приклеился к основе, которую мы подложили для фотографии, чтобы фотографию можно было свободно вставить с левой стороны. Ну, этот цветочек, не знаю, есть ли смысл его куда-то еще добавлять, если только под конвертик вот так же припрятать. Ну вот, собственно, и все. Мне нравится, что получилось. Осталось только это собрать. Я приклеила весь декор, и в принципе под его весом клапан конверта и так держится в закрытом состоянии. Но для того, чтобы зафиксировать его надежно, я с внутренней стороны приклеила один магнит, и теперь осталось только закрепить второй магнит. Так как в декоре я использовала розовые цветы, можно также добавить розовые капельки. Мы закончили с заключительной страничкой, и теперь можем приступать к конструкции альбома.